Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на канал Дела Семейные. Это канал о жизни молодой семьи в деревне, на хуторе. Просто живем свою жизнь и показываем вам. Вы посмотрите, какой урожай имеем. У нас из того, что вообще выжило и сохранилось, это так назовем, потому что все померзло по весне, это груши. Вот груши в этом году у нас есть. Яблок нет вообще. Если были там такие маленькие, их было на дереве там 1-2 штучки и не опали. А вот груши мы имеем. Эта груша у нас тоже вся усыпана. И там, мы потом сходим, вам покажем, там вообще усыпано. Но здесь очень большие груши, я думаю, вон. Заметно, это груши поздние, их сейчас еще невкусно кушать. Поэтому еще, я думаю, где-то полмесяца, месяц они так вот будут еще висеть, если не будет сильных морозов. А если будут сильные морозы, мы их, конечно же, будем снимать. Но там просто вырос гигант. Вот здесь просто гигантище. Вы посмотрите, моя рука и вот эта груша. Зачем у нас таких никогда не было? Она так спряталась, такая, ее не видно. Смотри. Я думаю, что тут может 400 грамм, а то и полкилограмма точно будет. Я думаю, полкилограмма. Вот это гигант. А сейчас покажем вам грушу. Там мельче, но много. Уже вот такие вот длинненькие уже мы кушаем. Уже не очень сладкие, вкусные. А вот эти бочонки, вот эти вот, что выросла большая, то это вот такие попозже их кушать. Я думаю, тут не нужны комментарии, насколько тут много груш. А вот эта вот сторона, которая уже лысая, это вот эти длинненькие, мы их скушали уже почти все. Ну а вот это вот вообще красотища, правда? Как много. Хороший урожай. Это у нас одна такая единственная роза, которая цветет постоянно. Эту розу ты мне на день рождения подарил, помнишь? Угу. Вот она такая кустовая. И вот в ней столько еще бутонов, лишь бы только они не замерзли и расцвели. Класс? Суперская. Ну, вообще, очень классные розы. И в ней так всегда много цветов, они такие маленькие, необычные, но просто все усыпано.
Сейчас накопаем саженцы на хутор и посадим на хуторе вот таких красавчиков. Думала, может, другую посадить. Ну, тут так своей рассады хватает, да? Так она вкусная, большая. Она Зачем нам вкусная. другую? И на хуторе там грядочка небольшая, и в случае весенних морозов мы по-любому ее с тобой спасем. С подбондом ее накроем. Вот. Поэтому посадим, мне немного надо. Будет красота. Хоть тут уже мало, но хочется зайти, чтобы было красиво, да? Не знаю, еще много зеленых. Я думаю, может что-то с них сделать. Можно сделать салат из зеленых помидор. Писали закатывать зеленые помидоры. Ну, салат вкусный. Его там можно и в пиццу добавить, и так кушать. Посмотрим. Ну, хочется, чтобы еще спели свои, правда? Угу. Чтобы не покупать в магазине. Мы сейчас кушаем свое. И вкусненько. Есть чуть-чуть малины есть. Достаточно не мелко. Мы уже ее несколько раз собирали. Вкусно? Угу. Да. Приехали мы на хутор. А на хутор ли вообще мы приехали? Я уже не знаю. Год назад, когда мы покупали этот дом, он был в таком заброшенном месте, что сюда даже тяжело было доехать. Дороги вообще не было, мы там даже прорубали в некоторых местах, там
прорезали это все. И хозяин старый сказал, что ай, зачем вам это место, оно заброшено, сюда скоро вообще, может, электричество отключат, коммуникаций никаких, ничего нету. Ну, а нам-то, наоборот, понравилось такое место. Мы искали себе такое место сильно-сильно глухое. И вот мы надеялись на то, что тут будет такая тишь, глушь, озеро красивое рядом, стоит пара домов, ну, таких, они дачные все были. И как вы знаете, что все хутора, как правило, это старые заброшенные деревни. И вот сейчас там за нашей спиной, слышите, там пилят, Ну, режут. недавно стали мы наблюдать, что начинают отбивать участки. Да. Мы подошли, спросили, потому что мы хотели брать себе еще дополнительную землю. Нам сказали нет, возможно, будет раздача. Но мы, Мы хотели до гектара. Вот тут такие вот дебри, просто лес. Тут, я не знаю, тут может... Сейчас человек никто себе тут не жил. чистит участок, там просто ужас. Там на каждом сантиметре дерево. Вот. И нам отказали, потому что мы хотели добрать себе землю до гектара. Ну и все на этом. И вот прошел год, и Я думал, шутка. они стали Кому-то раздавать смеяться, участки. думаю, кому вы дадите эти участки? Типа, кто их будет брать? И Но вот на сейчас, самом видишь, в деле- нашей стране взялись за заброшенные деревни. Идет масштабное благоустройство. Деревни начинают асфальтировать, раздавать участки и все остальное. Поэтому нам очень грустно, Поэтому, с одной стороны, нам грустно. а с другой стороны... Хутор этот будет превращаться, наверное, в какую-то там, может, современную деревню, там обратно восстанавливаться этот участок, будет кусок вот этой вот деревни, который когда-то давным-давно прозвали хутором. Она вообще, это самый край, это вообще самый край даже страны нашей, можно сказать. Там дальше ничего нету, все, там дорог, ничего, там лоси живут, олени, дикие животные вы видели в прошлой серии, что грибы с нами лось собирал. Это вот напротив, сразу же этот лес, сразу же. Хутор, наверное, он навсегда останется как хутор, но как по размещению он, наверное, больше хутором не будет, потому что у нас появляются соседи, и, наверное, мы будем строить здесь забор все-таки. Она ко мне не подходила. Вчера колбаска твоя понравилась? Она чувствует, что мне грустно. Смотри. Гладится, дается. Она же тебя кусала и Она царапала. меня покусала и поцарапала. Кс-кс-кс-кс. Что, ты говоришь, чтоб я не переживал, все будет хорошо? Да. Может, еще какой-то хутор нас ждет, как мы хотим. Дикий, в лесу. Да, мы давно хотели хутор. Мы всегда хотели хутор. У меня у родителей хутор. Да, у Да. деда хутор. Я хочу свою старость встречать только с тобой в лесу и больше С никого. оленями. И с лебедями, который полетел. О, лебедь полетел. Может, они прилетели к нам на озеро? Я не знаю. О, еще один летит. Разворачивается. Ага, вот оно облет делает. Здорово. Вернулись. Это два. Один озеро. Второй. Ну вот он летал. Второй еще не сел? Ну я не знаю. Второго нет. Вот тут все кружат. Может, это какой-нибудь знак? Как... Мы когда первый раз сюда приехали, лебеди были. Мгм. И сейчас они опять... Целое лето не было. Мы без них грустили. Это ж мы можем сейчас на лодке попробовать подплыть. Может, покормить спугнем их. его? Может, спугнем, но пока не будем. Да. Правильно будет. Я не знаю. Я не знаю, друзья. Пишите комментарии, что нам делать вообще. Мы начинаем переживать насчет этого всего. Мы вам обещали хутор, а получается какая-то уже деревня. Наверное, тишины там не будет. Мне так нравится здесь. Ну, здесь, да, классно. Озеро, лес. Я приезжаю сюда и обалдею. Это мое место. Я так могу сказать.
Я тогда, когда его первый раз увидела, этот участок, и сказала, все, какая у нас борьба была за него. Нам не хотели его продавать. Мы нашли все. Нам не хотели продавать через риэлторов. Мы потом нашли, я нашла номер телефона, царапали на двери. Его, видно, давно продавали, и никто не покупал, потому что тут вообще, ну, как мы говорим, не доехать и все такое. И мы вышли на хозяев, потому что нам не давали номер их. Это была такая борьба, это просто за это место. Я тебе сказала когда-то, если это наше, то оно будет наше. И вот оно к нам пришло. Поэтому, не знаю. Мне здесь нравится. Это Вам же самое не главное. хочется слышать каждый день вот такие вот шумы. И нам не хочется их слышать. Ну так они же сейчас только чистят участок, потом не будет. Плавает, рисуется. Мы ждали, да? Ну. Я уже думаю, ну все. Вообще не приплывут никогда больше. Не прилетят сюда. Так грустно было. Все лето их ждали. А они вон. Где-то же и парочка ее. Может, полетел куда? Ну, видишь, два летала каких-то прямо летела? над домом, да. Я думала, ну. Один пролетел, а второй с другой стороны, типа круг развернулся. А может это она была или он, кто это? Может один остался, а второй полетел Ну, там куда-то? рыба выплескивает. Щука ест. Надо живец. На Чтобы мы не охоту. спугнули лодкой, когда выплывем. А? Чтобы мы не спугнули их лодкой, когда выплывем. Ну, не думаю. Тихонько им там ничего не может не кидать, не лезть к ним, и все. Ну, сейчас же ж надо осенняя ловля щуки. Угу. Так, будем продолжать красить дровник, садить клубнику, да? И, наверное, начнем пилить дрова дальше. Пойдемте посмотрим, как у нас получилось. Я зашел туда в дровник, он цвет поменял. Ну, я же тебе говорила, Всё высохнет, по-другому поменяют. начал выглядеть. Мгм. Пойдемте посмотрим. Он потемнел. Я думал, что он будет такой, знаешь, рыжий-рыжий, как он вчера был. А он, оказывается, как стал темнее и гораздо красивее, да? Мгм. Впиталась краска вся в дерево. Он высох, и вот такая вот красотища получилась. Может, я туда Продолжать. что-нибудь сложу уже? Ну, ты возле можешь вот этим дерева? начинать. Ну, там вокруг дерева. Давай освободим. вот эти сначала, а дальше там посмотрим. Мгм. Может, порежем, красим, складываем как. Ну, придумаем как.
сейчас разложим, и где такие похуже, я туда по 2 штучки посажу, на всякий случай. Там дальше будет видно. Куточок Беларуси, маленькая родима, где с самого детинства все мило сердцу так. Схилившийся рабіна, обудить успомины с вербой, что ля калитки подродный клича так. Схилившийся рабіна, обудить успомины с вербой, что ля калитки подродный клича дах. У земли батьковской этой я черпаю витоки святой водой криничной, что силы надає. Ближе быть немагчыма, бо тут моя родимая на життё дала мне, как жителя на ускрай полёт духмяных у вёсцы невялічкай душа адпачывае у водары садоў. Калі ідзеш па сцежцы да дзедавай крынічкі, нізіначку да рэчкі з высокіх берагоў. Калі ідзеш па сцежцы да дзедавай крынічкі, нізіначку да рэчкі з высокіх берагоў. Ну что, я занимаюсь дизайнерскими работами, так сказать, дополняю весь дизайн. Ну да, мы решили, сделать плюс-минус как туалет. Все, дровник мы закончили.
Я его покрасил. Яна привела его в дизайнерский вид. Он теперь, ну, не просто дровник. Он уже не просто дровник. Он с хозпостройкой такой для инвентаря. Он имеет необычный вид. Да. Интересно получилось, правда? Покажем потом. Ждите. Покажем немножко попозже. Мы сейчас порядок наводим. Порежем дрова, поскладываем и потом вам его презентуем. Ну что ты, как ты тут? Мозаику складываю. Интересно. Мусора, конечно, мы с дома выгребли, да? Я только сейчас понимать начал, как пилить стал. Но вот это, вот такие вот, я даже не знаю, как это брус назвать. Вот такой толщиной доска это или что, было накрыт потолок в доме. И он загнил весь. Да, И такого очень много, да, вот это вот все. Там еще белое, вот ты увидишь, я напилил. Я думаю, откуда такие брусы здоровые. В общем, не знаю, складываю как могу компактно. Все нормально. Все влезет. Так, и сейчас сколько пилить? Будем, значит, усиленно зимой топить дом, жарить шашлыки, что-то на костре готовить будешь. Будешь? Хорошо, буду. Подписчикам очень нравится, когда ты готовишь. Да? Да. Я рада. Все, возле дерева мы тоже все дрова перевезли. Тут уже чистенько. Здесь тоже небольшой такой кусок мы попилили. Это практически все, которое я снял с потолка дома, когда я его разбирал, когда мы там чистили, кто помнит. И вот столько дров у нас за сегодня получилось сложить. Ну что, вашему вниманию наш дровник. Я рада очень сильно, потому что мы наконец-то наведем порядок. Дров еще будет вот. Вы видите, как нам много еще чего надо вырезать. Поэтому будем потихоньку складывать, чистить участок. Ну, плюс-минус по дизайну, как наш сказочный туалет. Поэтому не менее сказочный дровник с хозкомплексом построен. Если вдруг нам не хватит, то мы вот туда его Сзади достроим. С таким расчетом это и бралось. Вот. А почему писали дверь там? Ну вот будет красиво. Мы его здесь придумаем, украсим, идея уже есть.
Поэтому вот так вот. Единственное, что я считаю мешает, это яблоня. Но она уже старая, мы ее по-любому будем спиливать. Поэтому чистим и спиливаем яблоню и будем наблюдать эту всю красоту вместе с вами. А сейчас мы едем домой. Надо деток забирать из садика, со школы. Поэтому встретимся завтра. Друзья, мы на хуторе. Приехал я уже после обеда. Погодка вот так вот наладилась. С утра было очень пасмурно. Даже как будто бы собирался идти дождь. Приехал порыбачить и немножко поработать. Дровничок принял свой настоящий цвет. Вот такой вот он красивый получается. Выделил он хорошо структуру дерева. Это вот темная краска. Это палисандр. Наверное, замечаете, что вот эти вертикальные доски, которые они как бы имитируют стойки, деревянные столбы, они покрашены в палисандр, в темный цвет. А вот это все остальное, это рябина, смешанная немножко с палисандром для того, чтобы его притемнить. Потому что было бы очень рыжее. Снова лодка на мель села. Вода падает и падает, падает и падает. Когда она уже начнет подниматься, я не знаю, что тут будет с этим озером. Я даже боюсь представить. Все. Ого, что это?
Ну, вот солнце. Не был я на озере. Даже не знаю сколько. Ну, неделю точно. Может, даже 2 недели. Это последний раз перед отъездом к родителям мы были. Водичка стала чистая. Рязки нет. Тины тоже нет. Наверное, она как-то на нее влияет температура. Именно на тину. Очень сильно. Периметр озера, вот у нас есть такие проходы, это норы бобра или ондатры, я не знаю, их, наверное, тут штук 5 проходов, все с одной стороны.
Я не знаю, что это за сработка, но почему-то кружок перевернулся, но стоит на месте. Непонятно. Был какой-то всплеск рядом, но он на месте, его никуда не ведет. Не знаю. Надо идти пробовать, проверять. Даже очень интересно. Я не успел уйти. Лодку поставил, вышел на берег и сработка. Что там будет? Или это карась огромный так сработал. Не знаю, сейчас посмотрим. Нет, просто карась. Он не побитый, ничего. Ну да, вот, смотрите какой. Конечно, он такой перевернет. Ладно, мы его еще раз поставим. Вы еще здесь? Так, пока еще позволяет время, немножко попилю дрова. Потому что вот с этим вот беспределом нужно срочно заканчивать. Я думаю, что мы с Яной завтра, наверное, приедем и уже завершим. Попилим все, все сложим и начнем заниматься новыми делами, новыми проектами. Пришла дымка, кошечка.
Я ее хотел покормить, думаю, сейчас туда довезу, приду покормлю. Зову, нету. А она, думаю, где она делась? Она вот, здрасте, пятнышко, залезла и сама себя накормила. Молодец, в принципе, не пропадет. И все, зову ее, она не приходит. Или пошла куда-то есть далеко, или уже пошла туда где-то, где она живет. К вечеру снова олени зарычали. В прошлом видео, да, вы помните, что мы в лесу лоси видели? Как вы на это вообще отреагировали? Яна очень долго была просто в шоке. Мы как раз пошли в то место, откуда он бежал, вот там мы нашли большой гриб. И буквально через пару минут он где-то с той стороны бежал. То есть была большая вероятность того, что мы могли прям впрямую наткнуться на него. Поэтому это такое место, что тут я не знаю, чего можно ожидать. Косуля бегала по огороду прямо у меня практически год назад. Просто олени орут, у них там гон дикий, я не знаю, что у них так происходит. В лесу я в прошлый раз наткнулся на поляну, где у них брачный период, наверное, происходил. И вот буквально в 100 метрах от дома в лесу мы встречаем лося. Все, друзья, уже вечереет. Вот столько дровишек я еще успел напилить. Остальное уже продолжим завтра. У меня у одного так, что как только наступает вечер, солнце начинает прятаться, работоспособность такая максимальная, просто заряд энергии такой, что не остановить его. И оп, и все, и вечер. Иду сейчас смотреть жерлицы, снимать, и встретимся уже завтра. Пришли мы уток загонять. И я в сарае увидела, грибы растут. Тут когда-то такой небольшой сарай, тут стояло 4 коровы. Много уже. Вот. И это уже давно освободили, и тут у нас то куры, то утки. Но еще такого я не видела. Это похоже на эти, на зонтики. Да, будут. похоже. Ну их, видишь, большой был, его сбили. Может, утки или куры. Ну, прикольно. Прям в сарае. Тут не забетонировано, тут просто земля. Сено много накинут. И все. Ну, интересно так. Целая полянка выходит. У нас есть курочка, она хромает. Что с ней произошло, неизвестно.
Может, типа как-то инсульта, я не знаю. Вот, и мы ее тут ограждаем, чтобы ее не топтали другие. Ну, носим. Она даже яйцо несет иногда. Жалко, да? Ну, красивая курица. Мы ее прозвали Ряба. Кстати, у нас была курочка Рыжуля. Кто с нами давно знает, это наши кошечки-жучки. Подружка, мама, больше мама. Вот ее, к сожалению, уже нет. Она чего-то наелась, и у нее в зобе вот этом ихнем это все застряло. Оно не переваривалось, и мы кидали ей таблетки, в общем, спасали как могли, но мы ее не спасли, потому что у нее был ком какой-то там, ну вот как-то так, очень грустно, потому что мы к ней очень привыкли, она была ручная, она шла на руки, это не так, это не пойдет на руки. А та прям, все, она была как кот, она подходила, ты начинала ее гладить, все, она садилась и сама даже на руки просилась. Ну, в общем, как-то так. Поэтому жучка осталась без компаньона. Теперь у нее только есть котята. Все, пошли домой. Идемте спать. Все. Осталось ворот, потом еще закрыть, и все. Все уже сами заходят, они знают. Ну что, дорогие друзья, будем с вами прощаться. На этом наш ролик заканчивается. Всем спасибо, кто нас посмотрел. Всем спасибо, кто пишет комментарии. Нам очень приятно. Оставайтесь с нами, будем жить нашу жизнь вместе с вами. Все. Всем пока. Пока-пока. Пока.